Привет, меня зовут Алексей Соболев, я катаюсь на сноуборде более 20 лет, прыгаю с больших трамплинов, делаю разнообразные трюки. Я уже думал, что меня в этой жизни в плане сноуборда ничего не удивит. И все изменилось, когда я начал кататься во фрирайде. Я решил впервые поучаствовать на соревнованиях по фрирайду. Я не знал правил, я никогда не прыгал со скал. Соревнования — это что-то, что объединяет ребят. Я пытаюсь за что-то уцепиться, чтобы успокоить себя, и ни хрена в голову не приходит. А я понимаю, что я ни разу на этом склоне не катался. Как фрирайд может наказать любого из нас, никто не застрахован. Я понимаю, что мне лететь еще охренеть сколько. Во фрирайде есть что бояться. Я стартую, все, пристегнулся, и я поехал. Я решил впервые поучаствовать на соревнованиях по фрирайду. Я не знал правил. Я никогда не прыгал со скал. Да я вообще в целом во фрирайде особо не катался. И я хочу через эти соревнования познакомить вас с самой сложной дисциплиной в сноуборде, по моему мнению, под названием фрирайд. Я расскажу про то, как я тренировался перед соревнованиями, какие виды соревнований бывают, про мою квалификацию, финалы, а также расскажу про самые опасные ситуации, которые могут вас поджидать, если вы решили заняться фрирайдом. Начнем с тренировок, и впервые за долгое время я понял, что обычная техника поворотов у меня далеко не идеальная, потому что фрирайд — это такое место, где всегда меняется рельеф, разный абсолютно снег, любая мимолетная ошибка, и ты сразу же летишь головой вперед, кубарем. Когда я начал кататься во фрирайде, падение просто каждую каталку, несколько падений, я такой, воу, успеваю только снег вытряхивать. И для меня это был вызов, какой-то челлендж, что-то новое ощущение. Как это я не могу справиться со сноубордом? И отсюда вывод. Надо больше фокусироваться, нужно больше контроля доски, нужно дальше тренироваться, дальше учиться кататься на сноуборде. Хотя я думал, что за 20 лет я чему-то научился. Но оказалось, что все далеко не так. Повороты и просто передвижение вне трасс — это одна история. Но если вы захотели прыгнуть маленькую кочку или какой-то дроп со скалы, нужно, обладать какими-то невероятными скиллами. Почему? Потому что вы не видите приземления абсолютно. Давай, сюда, пошел. Сюда. Вот сюда вот. Правее? Да. Вылет всегда из натурального снега. Либо кто-то проехал, вы вообще не понимаете, что там с вылетом. Мягкий снег, твердый. Также кондиция снега всегда разная. На вылете, на приземлении. Рельеф, он всегда непредсказуемый. Вы не знаете, что там внизу вас ждет. Также внизу могут быть какие-то камни, какие-то скалы. Если вы делаете какой-то трюк, это вообще просто я чемпион! Я чемпион! Я никогда не радовался так сильно, когда я сделал 360 во фрирайде. И я немножко опустился на землю. И для меня это, конечно, вызов. Я не испытывал страх уже примерно лет 6. А во фрирайде я начал его испытывать. Я во фрирайде начал испытывать страх. И я такой, вау, я еще его чувствую, как это интересно. И действительно, меня это просто заново окунуло именно в сноубординг. Во фрирайде есть что бояться. Потому что недавно происходили такие ситуации, как лыжник просто несся во фрирайде, залетел в бетонную стену и сломал обе руки, сломал ногу. Это вообще жуть. В парке все предсказуемо. Есть трамплины, есть приземления, есть вылеты. Все всегда отшейплено, все идеально. Здесь ты вообще не знаешь, чего ожидать. Коротко о соревнованиях по фрирайду, которые бывают. У нас есть основные соревнования по фрирайду под названием Freeride World Tour. Чтобы туда попасть, нужно отобраться. Отбираться на эти соревнования нужно из соревнований Freeride World Qualifiers. И вот как раз таки недавно проходили соревнования Freeride FVQ. Также соревнования FVQ бывают нескольких звезд: 2 звезды, 3 звезды и 4 звезды. На соревнования двухзвездочные может заявиться любой человек. Отправляйте заявку, платите взнос, все, вы участвуете.
На соревнования 3 звезды можно пройти только если у вас хватает баллов. Эти баллы можно заработать на 2-звездочных соревнованиях. Ну и, соответственно, есть 4-звездочные, с ними тоже все понятно. Сейчас проходили соревнования на Альпике, это Сочи, курорт «Газпром», 2-звездочные ФВК. Могли участвовать все, кто хочет. И в основном в России проходит мало соревнований по фрирайду, и большинство топовых райдеров, абсолютно всех фрирайдеров, участвуют на каждом этапе. Собралось 52 человека в дисциплине сноуборд, фрирайд мужчины и 17 девчонок по сноуборду также во фрирайде. 69 человек, ребят. 69 человек. Когда вы такие соревнования, просто российские соревнования по сноуборду собирают такое количество людей. Я был в шоке. Итак, сами соревнования. Я зарегистрировался, все супер. И тут соревнования еще не начались. Я узнаю, что у нас, оказывается, только по одной попытке. Я такой, как одна попытка? А мне говорят, одна попытка. Одна попытка в квалификации и одна попытка в финале. Я говорю, а раскатка? Какая раскатка? Вы представляете, если еще сложить лыжников, которые участвовали, получится где-то 120 человек. Если 120 человек один раз спустятся по склону, там никакого свежего снега вообще не останется. Там вообще живого места не останется. Конечно, соревнования проходят не только, когда свежего снега дофига, но и если нету его, то по жесткачу тоже катают. Одна попытка, один шанс показать, на что ты способен в квалификации и в финале. Очень интересный момент – это место старта. В целом все предполагают, на каких участках горы будут соревнования. Но это тоже история непредсказуемая. Для меня это было вообще, я первый раз об этом слышал. Райдерс митинг, и нам говорят, квалификация будет на этом склоне. А я понимаю, что я ни разу на этом склоне не катался. Я такой, окей. Потом говорят, но кто пройдет в финал? Финал будет вообще на другом склоне. И я такой, блин, ребята, я хотя бы планировал, что я в квалификации проеду одну попытку, и в финале по этому же маршруту проеду тоже эту же попытку, но усложню ее с трюками. А мне говорят, Алексей, свободен. Финал в другом месте, добро пожаловать. Вот такая вот интересная штука. Иногда вы вообще практически никогда не знаете, где будут соревнования, где они будут проходить, и вы приезжаете на склон, и это ваш первый спуск. Какие есть критерии судейства? Их на самом деле 5. Это техника, это контроль доски, это фристайл, это выбор линии, насколько она сложная, оригинальная, и это флюидность. Флюидность — это, например, идет спуск, чтобы вы катились вниз, то есть как вода будет стекать по этому склону, так и вы должны спускаться, то есть никаких траверсов сильных не пускать, вот, не тормозить, не останавливаться, а делать один слаженный спуск. И общее впечатление, конечно. Звучит это более-менее понятно, но посмотрите вот на эту гору. Я ни хрена не понимаю, то есть если я проеду вот здесь справа по этим скалам, и если я, например, прыгну вот здесь, мне где больше баллов дадут? Или я здесь прыгну какой-то трюк, и здесь не буду прыгать трюк. Вообще, то есть такое количество вариаций проезда адское, что вы не понимаете, где дадут больше баллов. И с этим основная проблема. Я до сих пор не понимаю, как распределяются баллы относительно выбора вашей линии. Итак, началась квалификация. Нам показали склон, я посмотрел. Окей, вроде бы какую-то линию наметил. Посмотрел соревнования, которые проходили в прошлом году. Они проходили на этом же споте. Посмотрел, какие линии ребята проезжали. Такой, ладно, окей, вроде я что-то понимаю. Ты смотришь снизу, такой, окей. В целом выглядит вообще легкота. Ты забираешься наверх и ни хрена не понимаешь, куда ехать. Ты вроде уже продумал свою линию и не понимаешь, так, куда здесь, налево или направо. И вот квалификация. День квалификации, я понимаю, что я сегодня проеду свою попытку. Перед этим я делаю несколько спусков. Перед этим я начинаю распрыгиваться, просто езжу по трассам, прыгаю с отбойников, чтобы колени пришли в форму, чтобы тело ощутило вот ту нагрузку, которая должна быть максимальной в моем проезде. Все это я проделываю, я прихожу на старт, все нахрен затягивает.
То есть я уже должен стартовать через 3 человека, все. И затянуло все, короче, туманом. Я такой, мы сидим час. Я понимаю, что тело остыло все. Я такой, ладно, хрен с ним. Все, распогодилось. Окей. Я понимаю, что все, вот час. Я стартую. Все, пристегнулся. И я поехал. Я еду, такой, так, нормально. Нормально, такой, свежий снег. Туда заехал. И я на середине спуска понимаю, что я поехал совершенно не на тот гребень. Блядь, не туда поехал. Совершенно не ту линию, которую я простраивал целых 2 дня. Я такой, охренеть, не туда поехал. И я такой быстро сориентировался, типа, блин, так, здесь вроде какой-то дроп. И я подъезжаю и вижу, что там, как от лыж чьих-то вылет. Чё внизу? Я ни хрена не понимаю. Но я понимаю, что там какой-то вылет, сколько-то надо лететь. Я говорю, ладно, все, прыгаем. Вылетаю, и самое страшное, что было, я вылетел, думаю, бля, там камень торчит внизу. Я думаю, не дай бог, я сейчас хвостом на камень приземлюсь, и меня вперед начнет крутить. И я, короче, там пипец, супер рядышком, видимо, приземлился с этим камнем и поехал. Я такой выезжаю, думаю, ой-ой-ой, все пошло не по плану. Так, еду, там, делаю повороты, такой, дроп. Вижу там козырек, с которого хотел прыгнуть. Еду в траверсе, как коряга стрёмная, вообще, так не надо делать, типа в траверсе такой, еду, залез на дроп, прыгнул с дропа, меня начинают ускорять, и я понимаю, что там после этого дропа еще какие-то траверсы идут. Все искатано, меня вот так колбасит, я такой, боже мой, главное стоять. Я, короче, устоял, просто настолько адреналин зашкаливал и неопределенность, что вообще голова вообще не работала, колени тоже напряглись жестко, все тело, когда адреналина слишком много, вы слишком сильно напрягаетесь, то есть мышцы тоже напрягаются. Вот. Я уже ехал там к старту, все, вижу какую-то кочку, точнее к финишу, выпрыгиваю, понимаешь, просто, доска вылетает из-под меня, я, короче, вот так вот засовываюсь под какую-то надувные ворота. Я понимаю, что я, скорее всего, пройду финал, но и то не до конца. На следующий день заканчивается квалификация и сразу же начинаются финалы. Мы стоим внизу, нам прислали фотографии, мы сами сделали фотографии. Все как обычно. Вот склон, ничего сверхъестественного. Есть какие-то скалы. Справа, посередине, слева вообще дичь какая-то. Камни торчат непонятные. И у меня в голове вообще охренеть какое непонимание. Мы стоим с ребятами, и ребята некоторые говорят, мы справа проедем. Я говорю, где? Они говорят, вот, по этим, скалам. И я понимаю, что для меня это какая-то дикость. Я бы вообще эту линию не особо увидел и не особо, очень хотел бы ее проезжать, особенно первым следом. Вот, например, вид снизу, вот вид сверху. Охренеть. Я понимаю, что, мне страшно. Я понимаю, что есть скала посередине. И эту скалу никто не прыгал. Сволочи. Первый проезд делает Игореха. Он едет как раз-таки по тому споту, который мне казался, страшным. Он туда врывается, первым следом проезжает. Я думаю, Я это видел снизу, смотрел, и я такой, как эту попытку, можно перебить? Я ни хрена не понимал. Я поднимаюсь наверх, до сих пор думаю, размышления какие-то. Поднялся наверх, и я вижу, что кто-то захреначил со скалы, с которой я хотел прыгнуть. И хренанул так, что там просто пролет аж 3 секунды. Но этот человек оставил примерное понимание, что эта скала прыгательная, что нужно брать меньше ходов, что он улетел, слава богу, он перелетел камень, который там торчал, потому что если приземлиться в этот камень, вам просто кирдык, 100%. И я понимаю, что я буду прыгать с этой скалы. И я понимаю, что это не прямой прыжок, это должен быть бэкфлип. Я волнуюсь, я пытаюсь провернуть в голове какие-то... Я прыгал во фрирайде с альтухи, я пытаюсь вспомнить, прыгал ли я с такой большой скалы, или прыгал ли я с таким большим пролетом, хоть что-нибудь. Я пытаюсь за что-то уцепиться, чтобы успокоить себя, и ни хрена в голову не приходит.
Все там пролеты в 25 метров на сноуборде, даблкорки какие-то, это просто детский сад. Я понимал, что я буду ехать, я не знаю, сколько скорости, я не знаю, куда я улечу, и я знал, что там есть камень. Камень, сука, камень, там просто есть камень, в который как-то надо не приземлиться. И я знаю одно главное правило. Надо ехать направо, и надо ни в коем случае не толкаться. Потому что если бы я толкнулся, я бы улетел так далеко, что это могло бы, ну... То есть, понимаете, здесь не только камень имеет угрозу. Если вы улетаете слишком далеко и перекручиваете сальто назад, то вы втыкаетесь головой, и ноги вас накрывают. И хрен пойми, что там под снегом. И вот эти все вещи, они накладываются друг на друга, они вызывают еще больше мандража, больше волнения. И я поехал. 5, 4, 3, 2, 1, группы! Го, пошел. Я поехал, еду. Красиво. Выезжаю на этот хребет, не вижу, что там. Я не вижу вылета. Я выхожу с этого хребта и выкидываю ноги вперед, практически не толкаясь. Я понимаю, что мне лететь еще охренеть сколько вниз. И я не вижу приземления в момент вылета. Я даже когда подъехал, я не успел увидеть ничего. Я вылетаю, все, сальтуха пошла. Я начинаю прогибаться и такой: боже мой, приземление мое родное, я вижу тебя. Я приземляюсь, бэкфлип я хорошо увожу, я приземляюсь без ручек. Фух, поехал. Меня так начинает ускорять. Я такой: мы живы! Мы живы! Причем я не знаю, в каком контексте я про себя проговаривал это «мы». То есть, наверное, я и моя доска. Мы живы! Аллилуйя! Я еду уже, понимаю, меня ускоряет, меня сильно. Вот, все, фух. Я прыгаю потом на какой-то кочке, там шифтак, вот, еду. Думаю, ладно, главное не упасть, все вроде хорошо сделал, я выжил. Еду, и потом я понимаю, что-то там какой-то обрыв или какая-то темнота, и я очень сильно оттормаживаюсь, понимаю, вниз, там метров 6 какой-то обрыв, на который я заехал, это, блядь, никуда нельзя деться, надо прыгать его. И я такой, ладно, сиганул еще с него. И меня опять сильно ускорило. Я думаю, так, все, поворачивать не буду, просто на прямой доске. Главное, до флагов доехать, где судейство оканчивается, а там можно падать, хоть что делать там. Все, пролетаю. И приезжаю на финиш. Ну, там, конечно, трэш творится вообще. Мне кажется, выброс такого количества химии внутри организма, что отключает просто тебя полностью. Никаких эмоций. Я, сказал, фрирайд это офигенно, что ли, или что-то в этом роде. Фрирайд это невероятно. Здесь не будет оппонентов. И вся вот эта история, она своей вот этой опасностью, сложностью, она и пугает, и в то же время манит. Потому что мы можем посмотреть на проезд ребят, кто занял первое место в лыжах. Это Гриша Корнеев. И посмотрите, как он зашел вот на эту скалу. Вот справа скалу, он зашел в нее с прыжка. Посмотрите, что было бы с вами, если бы вы не проконтролировали там свои лыжи и сноуборд и не ушли бы налево. Чуть-чуть отсадились назад, вы полетели бы вниз, метров 30, и, возможно, вы бы просто спиной упали об скалы. Например, если мы сейчас посмотрим, как проезд Идриса. Я, честно говоря, мне сказали, я говорю, а что там за дырка на приземлении? Я уже отъехал свою попытку, я уже вниз приехал к ребятам смотреть следующие попытки ребят. Я думаю, что за дырка? А мне говорят, так это Идрис. Я говорю, а как он там оказался? Я потом смотрю видео. Вы посмотрите это видео. Человек, я не знаю, сколько это, пятиэтажка, может, я не знаю. Мы с ним переписывались потом. Он говорит, что он полетел, и он хотел влево чуть прыгнуть.
Там как раз-таки приземление в наклон идет, а он улетел чуть прямо и на полоскач. Естественно, его там разобрало вообще полностью, у него аж GoPro отлетело. Все в разные стороны, потому что полоскач, либо ты зарываешься в него, либо он тебя отпружинивает мощно. Ну, то есть уехать это было очень и очень сложно. Ну, то есть я бы этот дроп не прыгнул. Вот я вам честно скажу. Я посмотрел, я говорю, мне жизнь дороже. Вот действительно. И, к сожалению, я увидел своими глазами, как фрирайд, насколько фрирайд беспощаден, что он может наказать любого из нас. Никто не застрахован от каких-либо ошибок. И ехал Костя Галат, ну, довольно уверенную свою линию, и случайно он немного перенес вес на переднюю ногу. Из-за того, что большая скорость, из-за того, что много снега, из-за того, что вылет со стороны кажется небольшим, а на самом деле он ого-го какой большой, любая микроошибка, она приводит к большим последствиям. На таких перегрузках, на таких скоростях. И его начинает кренить вперед. И он летит спиной на скалу. И он врезается в скалу, и мы понимаем, что, ну, мы ждем. И он берется за руку, мы понимаем, что все, трэш. Ну, хрен знает, что с рукой. Он еле как добирается до нас, все, его упаковывают, отвозят. Но, как бы, сказали, что, ну, восстановится, естественно. Восстанавливайся. Успехов и выздоровления. И вот после всего того, что я вот это увидел, какие опасные моменты, в принципе, создавались, когда ребята падали, когда ребята теряли контроль, когда ребята залезали на какие-то скалы с камнями, и ты понимаешь, куда ты лезешь. Ты понимаешь, что там, ну, практически там нету никаких дропов, выездов. И человек, который находится наверху, он также ничего не понимает. Он видит маленький гребешок, а дальше он не видит. А мы снизу смотрим и понимаем, это жесть. Я рад, что у меня получилось сделать свою попытку. Моя задача была на эти соревнования просто получить опыт. Это мой первый раз участия на таких соревнованиях во фрирайде. Для меня было важно проехать свою линию. Еще очень хочется сказать, что, казалось бы, соревнования — это нечто, что разъединяет людей, люди соперничают. Но я считаю, что соревнования — это что-то, что объединяет ребят. Мы встречаемся все вместе, мы катаемся все вместе, мы получаем удовольствие, и это повод собраться всем вместе, завести новых знакомых, друзей, познакомиться с кем-то, потом кататься всем вместе, и это круто. В общем, это была моя история участия в моих первых соревнованиях по фрирайду. Я надеюсь, что фрирайд для вас стал более понятен. Он открылся для вас с другой стороны через мою историю с этих соревнований по фрирайду. И мое напутствие: берегите здоровье, берите гида, берите лавинное оборудование и делайте безопасное катание, безопасные спуски. Всем хорошего снега, не забывайте подписываться на канал, шлепать колокольчик, комментарии, чтобы продвигать наше совместное с вами детище в виде этого канала. И чем больше от вас поступает какой-то обратной связи, это больше меня мотивирует делиться и полезной информацией, делиться какими-то историями, делать этот контент. Рассказывайте об этом видосе друзьям, скидывайте, бабушке, дедушке, коту, собаке, домашним животным. Короче, всем пока.